Приветствую, друзья! С вами на связи Назаренко Наталья, и вы на моем канале. Сегодня по просьбе моих двух подруг Светлан мы будем готовить с вами тесто. Бездрожжевое и дрожжевое. Я вам расскажу, что с тестом работать легко и просто. Ничего сложного нету. Тесто любит, когда его любят. Итак, с вас лайк, подписка и поехали. Приступаем к тесту. Друзья, мы первое с вами сделаем безопарное дрожжевое тесто. Для этого нам понадобится вода кипяченая 38-40 градусов, сахар и сухие дрожжи. Сначала мы наши дрожжи разбудим. Все пропорции будут в конце видео и по описанию под этим видео. Смешиваем сахар, воду и дрожжи, перемешиваем и оставляем в сторону. Тем самым мы займемся сухими ингредиентами. Смешиваем соль, сахар и просеиваем муку. Смотрите, как наши дрожжи проснулись, разбудились, образовалась характерная шапка. Перемешиваем их, выливаем в миску и начинаем замешивать наше тесто от края к центру. От края к центру. Хорошо вымешивая. Тесто будет сначала у нас немножко туговатое, потому что оно у нас довольно плотное. Потом, когда собралась вся мука, мы добавляем растительное масло и продолжаем вымешивать до однородного состояния. Сначала будет тяжеловато, но потом тесто будет более податливое и мягкое. Смотрите, уже она стала более эластичная, и наша миска с вами чистая. Когда собралось все масло растительное, переносим тесто на коврик или на стол и продолжаем вымешивать, не добавляя муку. Посмотрите, уже через какое-то время она стала гладенькая, эластичная. Вот смотрите внутри, как оно разошлось. Продолжаем дальше немножко еще вымешивать. Здесь главное не перемесить его, чтобы не забить тесто. Подмешали немножко и проверяем. Если мы нажимаем палец, и оно возвращается вверх, все, наше тесто готово. Формируем шар. Перекладываем его в миску и накрываем пищевой пленкой. И оставляем на расстойку где-то на 1,5-2 часа. Пусть наше тесто подойдет. Посмотрите, друзья, как подошло наше тесто через 2 часа. Оно мягкое, пушистое, как облачко. Просто приятно к нему прикасаться и работать с ним. Посмотрите, при том, что мы не сильно его вымешивали, оно внутри разошлось. И нормально. Немножко подмешиваем тесто на доске. И из данного теста я буду формировать хлеб с одной части. И также буду делать пирожки. Смотрите, я одну часть теста беру, раскатываю, смазываю растительным маслом. Выкладываю на него синий лук Марс. Скручиваю в рулет. Потом заворачиваю вот таким вот рогаликом. Все довольно-таки просто и доступно каждому. Затем данный комочек хлеба я вылаживаю на противень, смазанный растительным маслом, и оставляю на расстойку где-то на полчаса. Пусть подходит. Посмотрите, как подошло у нас тесто. Мы выпекаем его в духовке при температуре 180 градусов где-то 40 минут. Посмотрите, мягкое тесто прекрасно получилось у нас с вами. Мы его немножечко пройдем по краю, чтобы не повредить нашу буханку. И посмотрите, какой он у нас мягкий и пушистый хлеб получился внутри. Вторую половинку подмешиваем слегка и вот таким вот способом отделяем приблизительно равные части, чтобы у нас были пирожки все одинаковые. Дальше мы берем их, сворачиваем в кружочки, большим пальцем подгибая тесто вовнутрь. После того, как мы скатали все кружочки, выкладываем их и накрываем на расстойку. Посмотрите, какие они получились. Просто переворачиваем той стороной, которая была у нас к низу, выкладываем начинку. У меня в данном случае картошка с грибами. И ложу дальше их на расстойку. Вот такое количество пирожков у меня получилось из данного теста. Смотрите, как они выглядят внутри. Вот такие вот мягенькие и пушистенькие. Всем прямо аж хочется его съесть. Если в тесто хлебное добавить уксус, хлеб получается вот такого вот плана. Также вот смотрите, пирожки, которые были запеченные в духовке. Эти с яблоками и тоже из этого же теста. Также вы можете с этого теста сделать лепешки на быструю руку, чтобы не ждать, пока подойдет хлеб.
Посмотрите, внутри они тоже очень мягенькие, пушистые. Я делала еще постные плюшки. Вот так они выглядят. Приступаем, друзья, ко второму тесту, которое будет заварное для вареников и пельменей. Вот такой вот у нас получается результат. Для этого нам надо просеять муку, добавить соль, растительное масло и заливаем это все. Напоминаю, что все пропорции будут в конце видео и под описанием. Доливаем кипяток, перемешиваем сначала вилкой, потому что будет горячая довольно-таки масса. Пока масса немножко подостынет, вымешиваем руками от края к центру. Это что позволяет опять, чтобы наша миска с вами была чистой. Когда собралась вся мука, тесто, переносим наше тесто на стол и вымешиваем его. Сначала оно будет слегка туговатое тесто, но ничего страшного. Вот посмотрите, внутри оно еще как бы не собралось в одно целое. Если вам тяжело дальше вымешивать, можете оставить так. Если у вас есть кухонный комбайн, вы можете воспользоваться им для более равномерного распределения теста и более эластичного. На замес данного теста у меня ушло 5 минут. Вот посмотрите внутри, я еще немножко подмешиваю его, чтобы оно было более-менее однородно. Затем мы это тесто сформируем в кулечек и завернем в пищевую пленку. Дадим ему отдохнуть приблизительно 30 минут на столе. Тесто еще тепленькое, смотрите, вот через полчаса какое у нас оно получилось. Очень мягенькое, растягивается хорошо, легко. И я сейчас вам покажу, что с него можно сделать. Берем один кусочек теста, мы раскатываем в тоненький пласт. При раскатывании теста я муку не подсыпаю, так как тесто довольно-таки мягкое и податливое. Оно не прилипает к столу. Смотрите, я уже раскатала какой тоненький пласт. Сейчас я буду смазывать его фаршем. И будут у меня такие ленивые пельмени. Смазываем весь по кругу, потом заворачиваем в рулетик. Его защемляем края. И нарезаем его на кусочки, на порции. Тем временем у меня уже стоит на плите сковородка с подливкой. И выкладываем наши туда такие вот а-ля пельмени. Накрываем его. Все это дело крышкой и тушим где-то 20 минут. Вот в результате, что у нас вот получилось. Посмотрите. Внутри просто обалденно. Если лень лепить пельмени, предлагаю вам вот такой вот способ. Вот, отличный результат. Все очень вкусно и ароматно. Остаток теста ложим в холодильник. Он может в холодильнике храниться до 4 дней, но не больше. Посмотрите, вот через 3 дня с холодильника тесто остается мягким и податливым. Я вам хочу показать, как я делаю из него пирожное. Это один из вариантов, как постное тесто использовать, чтобы сделать сладкое. Смотрите, тесто раскатывается легко и тоненько, тоже не подсыпающей муки, и также его можно легко растягивать руками. Смотрите, как оно тянется, просто очень легко растягивать. Так раскатываем мы все свои слои. Смотрите, какое тоненькое оно получается. Раскатываем довольно-таки тоненько, как папиросную бумагу. И отлаживаем. Смотрите, просвечивается рука, и она очень тоненькая. Сейчас я покажу, как можно растягивать с помощью руки. Будет тоже очень тонко и хорошо тянется тесто. Смотрите, просто берем руками и растягиваем. Ну, это своего рода, как получается, вытяжное тесто. Все слои мы растягиваем до однородного состояния, чтобы они все были одинаковые. Потом мы с каждый слой смазываем растительным маслом и складываем один на один. И слаживаем, скручиваем вот в такую вот трубочку. Разрезаем пополам. Посмотрите, сколько у нас получилось. Здесь много слоев. Ложим его в холодильник на 2 часа или на полчаса в морозильную камеру. Потом мы берем кружочки эти, раскатываем, чтобы у нас внутри получились слои. Берем, добавляем туда маковую начинку. Как я ее делаю, смотрите по ссылке в описании. Разрезаем вот таким образом все такие наши пирожные, слаживаем на противень, смазываем их растительным маслом и запекаем в духовке при 170 градусов 20 минут. Посмотрите, какие получились вкусные, обалденные печеньки. То есть тесто можно использовать как для сладкого, так и не для сладких пирожков. Аромат стоит на всю кухню, прям аж хочется попробовать.
Если вам понравился данный рецепт, с вас лайк, подписка и смотрим дальше, что можно сделать с данного теста. А сейчас рецепт. Ребята, пробуйте, экспериментируйте и жду ваших комментариев по поводу данного теста. А так, если вы боитесь работать с тестом, предлагаю вам услугу купить данное тесто. Ссылку можете на покупку теста найдите под описанием под этим видео. Итак, жду ваших результатов.